身体强度无人能及，而东二是双生武魂，更有天下第一气。这场比赛，你我一战定胜负怎样？你看他们，长得一模一样。Это реально битва века Ван Дунер против Ван Цюэр. Неужели мы увидим это зрелище в аниме? Анонс новой серии боевого континента полон экшена и драмы. Официально стартовала битва между Ван Дунер и Ван Цюэр, которая ранее была разогрета ожиданиями зрителей. Однако, в отличие от оригинала, их противостояние не окажется таким коротким и простым. Создатели сделают потрясающий бой между двумя сильными красавицами. В оригинале, когда команда Академии Шрека встретилась с командой Тан, Ван Дунер не признала поражение в соответствии с планом Хо Юйхао. Напротив, она решила вступить в ожесточенную схватку с Ван Цюэр, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Она сразу же призвала свой боевой дух – молот чистого неба, и использовала первый навык, а также технику хаотичных ударов молота. Интересно, кто ее научил этой сильнейшей технике? Их сражение оказалось невероятно захватывающим. Это было настолько зрелищно и мощно, что даже поразило зрителей больше, чем мужские противостояния. В аниме четче раскрывается мотив Ван Дунер, которая из ревности хочет доказать Хо Юйхао и всем окружающим, что она ни в чем не уступает Ван Цюэр. Именно поэтому она не обращает внимания на указания Хо Юйхао и вступает в бой. Ван Дунер предстает в совершенно новом облике. Она меняет свой наряд, вместо длинного белого платья клана Тан теперь появляется в короткой синей юбке, специально подчеркивающей ее боевой дух молота чистого неба. Новый образ выглядит гораздо эффектнее и динамичнее. К счастью, создатели добавили больше сцен с ее участием. Помимо использования молота, она также применяет свой второй боевой дух – богиню-бабочку. А ее бой с Ван Цюэр сочетает в себе как дальние атаки, так и ближние схватки. Судя по представленным спецэффектам, визуальная часть действительно восхитительна, и противостояние выглядит очень захватывающе. Вначале будет показана недостаточность силы бабочки, и только потом она переключится на молот. Хотите смотреть любимые аниме в отличном качестве? Загляните на Каноха ТВ. Здесь все новинки аниме, быстрая загрузка и удобный интерфейс. Ссылочка в закрепленном комментарии. Кроме того, в битве Академии Шрека против Имперской Академии создатели убрали сцену, где Хо Юйхао прибегает к небольшому обману, чтобы помочь Ван Цюэр победить. Также из адаптации полностью удалено его применение комбинированного боевого духа вместе с Ван Цюэр – драконий вопль судьбы. Что касается оригинального сюжета, клан Тан и Академия Шрека воспринимались как две ветви одного дерева. У них одна общая школа и корни. Поэтому, независимо от того, кто побеждает в их дуэли, обе команды выходят в следующую стадию соревнования. Продолжение боя до его решающего конца потеряло бы смысл, так как это могло повредить обеим сторонам. Именно поэтому Хо Юйхао уговаривал Ван Дунер сдаться, однако ее желание доказать свою силу вынудило ее вступить в схватку с Ван Цюэр. Когда Ван Дунер применила интенсивную технику ударов молота на 50-й удар, она уже окончательно превосходила Ван Цюэр. Хо Юйхао больше не смог бездействовать. Он прорвался на поле боя в виде духовного тела и обнял Ван Дунер, прерывая ее атаку. Это действие вызвало споры, так как его вмешательство трактуется как нарушение правил и выглядит как помощь противника своей любимой. Тем не менее, в аниме этот момент был исключен. Вместо этого создатели представили честное соревнование между Ван Дунер и Ван Цюэр, где исход решается в одной битве. Так, кто же победит? Кто из двух девушек оказался сильнее? Ван Цюэр проводит бой в своем ярком агрессивном стиле. С ее крепким телом и золотым копьем дракона она предпочитает прямолинейную и мощную тактику. Ее удары наполнены силой и решимостью, что вызывает настоящий эмоциональный отклик. Однако Ван Дунер тоже идет по пути атакующего бойца. Она использует лучший дух оружия во вселенной духа – молот чистого неба, и сражается с Ван Цюэр, полагаясь на силу своей знаменитой техники. Большой сюрприз для зрителей – это возвращение техники хаотичных ударов молота. Это культовая техника клана Чистого Неба, которая когда-то прославила Тан Сана и Тан Хао. Суть этой техники в том, что чем больше раз молот наносит удары подряд, тем больше возрастает сила каждого следующего удара. Это делает ее идеальной для сражений против более сильных противников. Ван Дунер использует эту технику в бою, и зрители сразу узнают знакомую динамику. Каждая атака все мощнее и быстрее. Это действительно впечатляющее зрелище. Несмотря на эффектное выступление Ван Дунер, ее поражение в бою неизбежно, так как в оригинальном сюжете именно так было задумано.
Если бы она победила, пришлось бы полностью менять дальнейшую цепочку событий, а это усложнило бы работу над следующими эпизодами. Однако пока не ясно, как все будет реализовано в анимации. Если Ван Дунер, как в оригинале, сама решит сдаться, это сохранит боевую мощь и достоинство обеих сторон. Но если ее поражение станет результатом прямого поражения от Ван Цюэр, это наверняка вызовет бурное обсуждение среди фанатов. Поэтому остается надеяться, что создатели оставят изначальную концовку, где Ван Дунер добровольно сдается, а Академия Шрека одерживает победу. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой битве. Кто должен победить, Ван Дунер или Ван Цюэр? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.